20 июля 2022 года курортный город Заху в северном Ираке подвергся артиллерийскому обстрелу. Его жертвами стали 9 местных жителей, в том числе 2 подростков и годовалая девочка. А спустя месяц обстрел произошел и вблизи города Кобани, на севере Сирии. Обе эти атаки произошли в рамках военной операции Турции против Роджавы, самопровозглашенной курдской автономии в Сирии. Роджава — это уникальное место, где курды, один из крупнейших народов без своего официального государства, провозглашают строительство такого общества, в котором представители разных народов и конфессий могли бы мирно жить вместе, а у женщин были бы равные права с мужчинами. Турция с самого начала пытается уничтожить Роджаву. Вместе с союзниками турецкие войска оккупируют территории на севере Сирии, освобожденные курдами от исламского государства в 2019 году, и проводят атаки против курдских отрядов самообороны. Turkish troops in northern Syria. Turkish forces continued airstrikes again and again. Почему режим Эрдогана воспринимает курдов как угрозу? Ведь в самой Турции курды составляют до четверти населения страны. И зачем Турция пытается разрушить курдскую автономию? Курды – народ, исторически проживающий в горной местности на территории Ближнего Востока. В XIX веке, пока в Европе складывались современные нации и национальные государства, территория Курдистана уже несколько столетий была под властью Османской империи. Османская империя – одна из крупнейших империй за всю историю человечества. К началу XX века начала терять свое влияние и территории. В 1914 году османы решают присоединиться к Первой мировой войне на стороне центральных держав – Германии и Австро-Венгрии, в надежде, что союз с ними позволит империи пережить кризисный период и сохранить свои территории. Но в 1920 году центральные державы терпят поражение. Страны Антанты навязывают Османской империи Севрский договор, согласно которому империя прекращает существование. Часть ее территории уходит существующим странам, а на других территориях возникают новые государства под протекторатом европейских держав. Севрский договор также предполагал создание независимого Курдистана на территории современной Турции. Несмотря на то, что договор был подписан представителями Османской империи, он так и не был ратифицирован. Вскоре, после подписания Севрского договора в Турции, возникло турецкое национальное движение, которое возглавил офицер Мустафа Кемаль, взявший себе фамилию Ататюрк, отец турок. Под его командованием турецкая армия прогнала европейских оккупантов и отстояла территорию Турции в современных границах. Так, курды стали одним из крупнейших народов без собственного государства. Территория Курдистана оказалась разделена между Сирией, Ираком, Ираном и Турцией. Сейчас они являются меньшинством в каждом из этих государств. На протяжении 20 века курдов преследовали во всех 4 странах. Новые национальные государства опасались, что курды будут бороться за независимость в приграничных территориях, поэтому проводили масштабную ассимиляцию, пытаясь уничтожить курдскую идентичность. Например, в 1962 году сирийское правительство лишило 120 тысяч курдов гражданства в ходе переписи населения в регионе Джазира. Якобы те мигрировали из Турции и получили его незаконно. Таким образом, около 20% сирийских курдов оказались полностью бесправны. Как установил доклад Human Rights Watch, порядок, по которому сирийское правительство лишало курдов гражданства, был произвольным. Так, например, иногда гражданства лишались дети, но не их родители. Незадолго до этого на территории региона были обнаружены нефтяные месторождения. Это могло быть одной из причин этнических чисток. Правительство стремилось уменьшить пропорцию курдов в этом регионе, потому что опасалось, что потеряет доступ к ресурсам в случае курдского восстания. Вот другой пример. В 1988 году правительство Саддама Хусейна запустило операцию «Анфаль», которая должна была зачистить территории Северного Ирака от курдов. Иракские войска бомбили курдские города химическим оружием, включая Иприн и Зарин. Правозащитники оценивают количество погибших в цифру от 50 до 100 тысяч человек. Организация Human Rights Watch и парламенты нескольких стран признали операцию «Анфаль» геноцидом курдов. В 2003 году армия США свергла режим Саддама Хусейна, и уже через 2 года иракские курды смогли добиться относительной автономии иракского Курдистана в составе страны. Так, Ирак стал первым государством, в котором курдский язык был признан официальным, наряду с арабским. С самого возникновения Турция отрицала существование курдов как отдельного народа и запрещала использование курдского языка. В 30-е годы 20 века турецкие власти начали изымать земли у курдов и передавать их туркоязычному населению. В 1938 году политика переселения привела к крупному курдскому восстанию в провинции Дерсим. В ходе подавления восстания турецкая армия убила около 30 тысяч курдов, а еще 11 тысяч были вынуждены покинуть свои земли.
Курдские восстания и протесты происходили в Турции, как и в других ближневосточных странах, на протяжении всего 20 века. Но самым успешным движением курдского сопротивления в Турции стала Рабочая партия Курдистана. Она была основана 29-летним Абдуллой Оджаланом в 1978 году. Оджалан родился в бедной крестьянской семье в курдской деревне Омерли. В начале 70-х, будучи студентом университета Анкары, он участвовал в левых движениях. В 1978 году Оджалан и его соратники основали Рабочую партию Курдистана. В то время как большинство курдских восстаний возглавляли вожди курдских племен, РПК предлагала опираться на социальные низы – рабочих и крестьян. В основном это были студенты, либо те, кого отчислили из университета за активизм. В общем, люди из студенческой среды в Анкаре. В середине 70-х там происходили напряженные дискуссии о том, что же делать и как организовать революцию. В это же время появляется так называемый тезис о колониализме. То есть идея, что Курдистан – это на самом деле колония Турции. Группа, которая основала РПК, объединила этот тезис о колониализме, зачаточную форму курдского национализма и революционную социалистическую политику. Где-то в 1975-1976 году они решили релоцироваться в Курдистан, потому что считали, что это самая благоприятная среда для того, чтобы начать революцию. Так выглядели улицы турецких городов в конце 70-х. Ультранационалистические эскадроны смерти, пользуясь поддержкой полиции, нападали на левую оппозицию. Всего в ходе городских боев за эти годы погибло до 5000 человек. Рабочая партия Курдистана начинает свою деятельность именно в этот период, когда государство и националистические группы отрицали само существование курдов и жестоко подавляли любые освободительные движения. В те времена, чтобы выжить как организация, РПК нужно было уметь себя защитить. Так что они перешли к насилию. Им нужно было защищаться от других курдских групп, но особенно от фашистских групп, то есть от турецких фашистов. В 1980-м в Турции происходит госпереворот. За следующие несколько лет военная хунта арестовала более 600 тысяч человек, которых подозревали в политическом активизме. Больше 1,5 миллиона человек занесли в черный список, а около 500 приговорили к смертной казни. Они арестовали всех курдских активистов. Огромное количество активистов отбывали заключение. Особенную известность приобрела тюрьма Диарбакыр, где власти пытались сломить этих людей и переделать их в гордых турков. То есть это был своего рода безумный социальный эксперимент, где они захватили лидеров этих движений и пытались психологически и физически их сломить. После переворота лидеры РПК бежали из страны, но продолжили вербовку и тренировку сторонников. Им удавалось увеличивать свое влияние, в том числе из-за неудачной политики турецких властей. К 1990 году боевые отряды РПК насчитывали десятки тысяч участников и контролировали значительную часть турецкого Курдистана, где они, по сути, создали свои государственные институты. Травма, которую люди пережили от этого путча, даже сложно представить такой уровень пыток, такой уровень жестокости. До этого РПК была такой нишевой революционной организацией, хоть она и делала определенные успехи в вербовке людей. Но теперь для многих в прошлом неполитизированных людей она стала олицетворять борьбу с турецким государством. Они смотрели на РПК и думали: это наш шанс, я хочу к ним присоединиться, эти ребята сражаются за нас. Оджалан участвовал в работе партии из Дамаска. Но в октябре 1998 года турецкие власти надавили на Сирию и потребовали его выдачи. После этого он попытался получить политическое убежище в нескольких странах, включая Россию. В феврале 1999-го Оджалан прибыл в Кению, где его при поддержке ЦРУ похитили турецкие спецслужбы. 29 июня 1999 года Абдулла Оджалан был приговорен к смертной казни. Позже наказание заменили на пожизненное заключение, и с тех пор он отбывает арест в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. Чтобы разместить Оджалана в тюрьме, турецкие власти переместили всех заключенных и даже животных острова на материковую Турцию. С 1999 года Оджалан был единственным арестантом на острове, но после визита правозащитников в 2009 году к нему подселили еще 5 заключенных. В своих работах, написанных в заключении, Оджалан призывает РПК отказаться от марксизма и стремления построить национальное государство. Он пишет, что именно идея национальных государств и лежит в основе турецко-курдского конфликта и других конфликтов на Ближнем Востоке. В 2005 году РПК приняла в качестве идеологии демократический конфедерализм и предложила строить самоуправляемые курдские автономии в границах существующих государств. Эта идея революционна для Ближнего Востока. Она предполагает, что представители разных религий и этносов могут отказаться от постоянных территориальных конфликтов и совместно строить самоуправляемые общины.
Тем временем в регионе появилась новая угроза – исламское государство. К 2006 году организация, которая появилась как ответвление Аль-Каиды, уже контролировала значительные территории Ирака. В 2011 году, когда протесты против сирийского диктатора Башара Асада превратились в гражданскую войну, исламское государство начало захватывать позиции еще и в Сирии. На захваченных территориях боевики исламского государства массово казнили христиан, езидов и шиитов, а женщин и детей продавали в рабство. Войска Ирака и Сирии, ослабленные гражданскими войнами, терпели поражение за поражением в бою против отрядов исламского государства. Ключевой силой, которая смогла противостоять исламскому государству, стали вооруженные отряды курдов. В 2012 году на освобожденных территориях они основали автономную администрацию Северной и Восточной Сирии, более известную как Рожава. С курдского Рожава переводится как «Запад». Территория на северо-востоке Сирии – это западная часть региона, где исторически проживают курды. Курды не стали строить здесь свое национальное государство. В управлении регионом участвуют представители разных народов и конфессий – курды, арабы, армяне, ассирийцы и другие. А в основу их системы управления легла идея демократического конфедерализма. Есть теория демократического конфедерализма, которая была написана Абдуллой Оджаланом, которая предполагает, скажем так, горизонтальное устройство общества. Прежде всего, это антиколониальный проект. То есть все вот эти коммуны, все эти кооперативы, горизонтальное устройство общества. Пока что это очень хорошо получается воплощать в разрушении насильственной ассимиляции, которая производилась на территории Сирии, на территории Турции, на территории в том числе и Ирака. И в Иран пока не будет работать. Вооруженные отряды курдов состоят из нескольких организаций. Это РПК, сирийские отряды народной самообороны, созданные под влиянием партии, и отряды женской самообороны. Позже к ним примкнули силы демократической Сирии, в которые преимущественно вошли арабы с территорий, освобожденных от исламского государства. Эти отряды тоже придерживаются демократического конфедерализма, пытаясь воплотить идеи самоуправления и гендерного равноправия даже в военном деле. Все мужчины и женщины проходят курс по идеологии, где им объясняют важность участия женщин в жизни общества. Женщины участвуют в любых действиях наравне с мужчинами, они вместе выходят на дежурство, они вместе получают ранения, вместе бежат с оторванными конечностями, вместе друг другу помогают, спасают друг другу жизни. В общем, короче говоря, женщины действительно вот в военном плане, в военной сфере они имеют, так сказать, равенство. Здесь есть женщины-командиры, здесь есть женщины, которые занимают высокие посты в командовании. Режим Эрдогана с самого начала воспринимает Рожаву как угрозу. Ведь это курдская автономия, тесно связанная с РПК, прямо у турецко-сирийской границы. В 2016 году Турция начала оккупацию Рожавы. Она не могла полностью захватить эти территории, пока там находились американские войска, помогавшие курдам бороться с исламским государством. Но 6 октября 2019 года, будучи президентом США, Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Сирии. Он заявил, что исламское государство уже побеждено, и причин оставлять войска в стране больше нет, несмотря на то, что ранее США обещали, что не допустят турецких атак против своих союзников-курдов. Через 3 дня Турция начала нападение на позиции Рожавы. Теперь автономии пришлось бороться на 2 фронта, с одной стороны с Турцией и с другой с остатками исламского государства. За месяц до вторжения Эрдоган представил цель операции – создание так называемой безопасной зоны вдоль сирийско-турецкой границы. По сути, Эрдоган предложил оккупировать курдскую автономию в Сирии и заселить ее арабскими беженцами, бежавшими в Турцию во время гражданской войны. В последующие годы Турция захватила значительную часть Рожавы и вытеснила отряды курдской самообороны. Европейским странам, выступающим против операции в Сирии и называющих ее вторжением, Эрдоган пригрозил отправить в ЕС более 3,5 миллионов сирийских беженцев. İşimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. После вторжения России в Украину турецкий режим начал использовать эту войну для продвижения своей борьбы с курдами. В мае 2022 года, когда Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, Турция наложила вето на их вступление, пока эти страны не подпишут соглашение о помощи Турции в борьбе с рабочей партией Курдистана. Спустя месяц Финляндия и Швеция все же подписали соглашение, а в июле турецкие власти заявили, что уже договорились об экстрадиции 73 человек, якобы связанных с РПК и другими оппозиционными организациями.
3 декабря Швеции был выдан Махмуд Тата, который преследуется в Турции за членство в РПК. Хотя формально в списке на экстрадицию он не состоял. Это новость про то, что Швеция и Финляндия, они готовы сотрудничать с Турцией против РПК. Но там не только РПК, там еще и ФЕТО, и другие. Но не суть. Это новость больше для Европы на самом деле. То есть это новость для тех, кто дал какие-то надежды на европейскую демократию.